Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками и прямыми эфирами. Вот как раз в прямом эфире, прямо сейчас, 16:03 по Киеву и Москве. Снежана Егорова на связи. Снежана, приветствую вас. Здравствуйте, Александр, здравствуйте, друзья. Снежана, бурные события происходят. Конечно, топ-новостью последних минут сам выступил, собственно, с ней выступил Трамп, да, он сам лично сказал о том, что... Ну, он выступал на Fox News в интервью и говорит, что все, подозреваемый в убийстве Чарли Кирка, ну, ужасная, конечно, история, да, вот его приняли, дальше немножко разложили, собственно, журналисты, как это все было, в общем, он там к отцу пришел, да, и тот его как-то так удерживал до приезда полиции. Трамп сам же сказал, что кто-то из его самых близких его, получается, и сдал, и вывел на след. Вообще, конечно, убийство, которое, давайте будем откровенны, вообще поменяло игру, да, вот полностью вскрыла маски, да, сорвала их, вскрыла всю подноготную вот этого кровавого и жуткого противостояния, о котором вот вы постоянно говорите, да, но некоторые говорят, да, ну что там, жуть какую-то нагоняют, но представьте, да, вот студенты, летняя вот эта, как это, сцена, да, вот этот вот в кампусе, там, в университете, вот все, выступление, задают вопрос, человек с микрофоном на сцене, и вот такая получается смерть. Получается человек, там, 31 год, двое детей, там, кстати, жена Венса и его, ну, вдова, да, Кирка, они вот вместе прибыли по трапу самолета на похороны, Трамп обещал быть на похоронах. И это же символ вот этого противостояния, вот этой ненависти. Тема отдельная. Смертная казнь. Заслуживает стрелок на смертную казнь? И последнее время очень уж часто Трамп говорит, что смертная казнь в этом штате, смертная казнь в другом штате. Только получается так лечить вот эту заразу? Вы знаете, Саша, я просто как-то актуальные события, вот буквально, я так понимаю, совсем недавно стало известно о том, что якобы приняли того, который считался стрелком. Потому что там же непосредственно на самом событии какого-то деда задержали, оказалось, это был отвлекающий маневр, и потом уже по камерам отследили предполагаемого стрелка. То есть человек, которого, например, задержали, или того, которого сейчас демонстрируют как стрелка, и вот эту всю историю нам рассказывают со средств массовой информации, что якобы отец удерживал, сдали свои. Мы не знаем 100%, был ли и этот человек реальным стрелком. То есть вот это убийство политическое, оно на самом деле рискует превратиться в очередную вот эту вот многолетнюю легенду, как и убийство Джона Кеннеди, президента. Потому что по сей день нет однозначного решения по поводу того, кто убил, как убил. И по-прежнему считается, что вот этот Освальд, которого посадили, который сидел и все остальное, то есть это подставное лицо, которое обвинили, как говорится, без вины виноватого. А на самом деле всем этим заправляли спецслужбы. А если за дело берутся спецслужбы, то, конечно, ты никогда не найдешь концов, потому что они для этого и существуют в тени всех процессов, для того, чтобы иметь возможность наблюдать и такими короткими, но очень точечными вылазками, да, устранять противников и конкурентов. Поэтому тут мы еще будем, как говорится, свидетелями долгой саги. Я уверена, что это будет информационная тема, которая будет так или иначе подниматься и отвлекать внимание людей от реальных каких-то опасных моментов, которые происходят в мире. Но в любом случае, что мы можем сделать, какие выводы? Что, во-первых, политическая деятельность во всем мире становится делом опасным. То есть, знаете, опасная работа. Я не знаю, выдают ли политикам, как раньше в Советском Союзе, на опасных производствах молоко за вредность. Но, видимо, политики, когда идут, и молодые в том числе в политику, они, конечно же, понимают, чем они рискуют. То есть они рискуют личным благополучием, семейным счастьем, они рискуют отсутствием
скажем так, личной, приватной жизни, потому что они должны быть всегда на виду. Они рискуют там жизнью своих родственников, близких, отношениями с ними. И, конечно, как теперь оказывается, они еще и рискуют жизнью в прямом смысле слова, потому что на кону стоит колоссальная власть и огромные финансовые ресурсы. То есть человек, который идет в политику, он теоретически сразу должен понимать, что вот эти риски для него оправданы каким-то образом. То есть он должен быть или безбашенным, или слишком алчным, или глупым для того, чтобы не понимать, куда он лезет, или и то, и другое, и третье, или человеком, который изначально чувствует себя таким смертником. То есть жизнь для него – это игра, и всегда по краю пропасти этот человек идет. Но вот в данном случае там есть очень много нюансов, насколько я поняла, потому что, как вы знаете, Дональд Трамп сейчас демонстрирует отказ от своих соратников, с которыми он преодолел вот этот барьер, который для него создали демократы, имеющие в своих руках все технологические рычаги для того, чтобы не пропускать его в информационное поле. Вы знаете, что у Трампа был бойкот, что его соцсети были заблокированы, что его не приглашали на каналы. То есть, по сути, его уничтожали как бы вот этим забвением. И только благодаря тому, что он в какой-то момент вступил в коллаборацию и в сотрудничество там, непосредственно с Илоном Маском, с Такером Карлсоном, которые были специалистами в этих сферах. То есть Илон Маск имел доступ непосредственный технический ко всем этим моментам, и через покупку Твиттера, который он превратил в сеть X, он, по сути, разблокировал аккаунты и дал возможность высказываться и платформу технологическую для Такера Карлсона и, соответственно, для Дональда Трампа. Ну и, соответственно, там Такер Карлсон, в свою очередь, включил свой весь профессионализм и поработал, лил воду на эту мельницу. Вот этот молодой политик, он же СМИ-персона, да, раскрученный персонаж, известный такой лом, лидер общественного мнения, opinion-лидер, он тоже был в этой команде. То есть людей, которые шли за Трампом, за его идеями. Непосредственно вот эти идеи МАГА. Great America, Make America Great Again. И когда Трамп пришел, как вы видите, у него сначала произошло разрушение связи с Илоном Маском, то есть Маск отошел от этой идеи, Такер Карлсон тоже, скажем так, отошел в тень, и сейчас они не являются его адептами. И, возможно, вот этот молодой политик, он тоже был слишком принципиален в своих идеях, вот Great America, что говорят очень многие люди, которые следят за информационным полем американским, что многие вот именно последователи, ярые такие сторонники вот этой идеи величия Америки, они считают, что Трамп их предал, когда он начал замалчивать вот это дело Эпштейна, и когда по непонятным причинам, а возможно даже вполне себе понятным, потому что прослеживается связь Дональда Трампа с этим человеком, персонажем, в общем, он начал отодвигать это дело, которое, собственно, было очень важным для тех сторонников МАГА, которые считали, что Трамп должен обнажить вот эту гнилую суть мировой власти, финансового капитала, которые через финансовые инструменты, через владение полностью всей системой банковской, они, по сути, навязывают людям свою повестку. То есть, грубо говоря, это, если совсем уж упростить, кто деньги платит, тот девушку танцует. То есть это такое неорабство и неоколониализм через финансовые инструменты, через то, что люди, имеющие деньги, они, соответственно, владеют, открывают, тиражируют большое количество средств массовой информации, они покупают своих агентов влияния во всех странах, в политике, в культурной среде, в финансовых институтах. И эти люди, уже будучи такой мировой сетью, такой мафией своеобразной, они действуют в единых интересах,
Просто с учетом как бы каких-то особенностей того или иного региона. Ну, То есть, знаете, грубо говоря, вот этот да. момент, кстати, Трамп тоже коснулся его в интервью на Fox News, с которого мы начали. Это вот сейчас расходится информация, это вот самое свежее. Сейчас уже показывают фотографии, имя и нашли, и фамилию. В общем, 22 года пацану, который стрелял, стрелку. И уже нашли фотографии там и с отцом, и его соцсети, и, в общем, там, ну, в общем, похоже, что это он. Давайте так. Ну, понятное дело, там, пока он в статусе подозреваемого, задержанного. Тут другой момент всплывает на поверхность. Значит, Трамп говорил, что вот этот принцип Рико, ну, короче, Сороса, в общем, идут по его следу. Конкретно Сороса, конкретно его сына, то, о чем вы говорите. Александра. Да, то, о чем вы говорите. То есть, пока не могут взять и предъявить. Ну, тут, смотрите, тут я, например, понимаю Трампа. Тут, чтобы это как бы заявлять и говорить, все, давай, Сорос, иди, отвечай, ну, нужны веские доказательства, потому что, понятно, деньги, понятно, влияние, понятно, адвокаты, вообще Америка, я просто напомню, сейчас у нас какой-то трэш об Америке, о том, что там того выстрелили, того убили, там какой-то стрелок, тут школа, тут какие-то непонятные еще вещи, то есть сходит с ума потихоньку информационное пространство. Вообще считается, что это страна юристов, там юристы соревнуются, и, ну, понятно, что как бы, если Трамп сказал А, то, наверное, ему нужно сказать и Б, но это Б должно быть такое уже увесистое. Тут всплывает конфликт отцов и детей, Снежана. Очень серьезный. 22 года. Ну куда тебе? Ну, вот смотрите, и на самом деле это страшно. Вот эти все штуки там с там, небинарными или там отличающимися людьми. Ну, вот то, что культивировала демократическая партия. То есть в голове у молодого человека маргарин. И вместо того, чтобы познавать жизнь, там, влюбляться, встречаться, ходить на дискотеки, там, каким-то образом там, пробовать первое что-то, да, из чего-то, и получать опыт, напитываться знаниями и опытом, учиться прежде всего, да, мы видим, вот стрелок, 22 года, ну, там, отец его придержал, вроде как... Непал, это вообще цирк. Сегодня сообщили, что они там выборы устраивают. Знаете как? В Дискорде, в социальной сети, сидят там по 145 тысяч человек. Вот этот молодняк, который там начудил, Хилтон сжег, дворцы президентские, там, не пережила жена премьер-министра этого всего переворота. И они сидят в Дискорде и обсуждают, кто там будет следующим президентом. То есть, в чем опасность? Когда разжижают мозг у молодого человека, он принимает вот, ну, вот такие формы, такие решения, да, такие, в общем-то, в такой выбор. И это становится угрозой для привычного понимания, что такое общество. С большим удовольствием я хотел бы, мы в прямом эфире опрос наш сегодняшний презентовать людям. Значит, как вы относитесь к тому, что дети агитаторов тотальной мобилизации учатся или живут за границей? Бигус разродился расследованием. Вот этот Швайка, который говорит, что с детского сада нужно детей отправлять. У него, оказывается, там за границей дочки, двое детей за границей. Значит, у министров, у многих людей они это все как бы вывалили до нагора. Ваши отношения. Мне все равно. Личное дело каждого. Я радуюсь за них и тоже так хочу. Раздражен и даже зол. И еще один вариант – не удивлен. После войны со всеми разберемся. Проголосуйте, друзья, пока мы в прямом эфире, в конце подведем итоги. Давайте вот об отцах и детях поговорим в контексте вот этого ужаса, который как вот прививку, да, от ковид, да, вот это вот все впрыскивают в кровь самую молодую. Вы понимаете, Саша, вы обратились как никогда по адресу. Потому что долгие годы я как раз пытаюсь в общественном информационном пространстве, будучи матерью многодетной, все-таки поднимать тему вот, воспитания наших детей. В каком направлении, в какой парадигме и с какими ценностями мы отправим наших детей и внуков в будущее, как говорится, высоты и широты. То есть куда отправятся наши дети? В ад или в светлое будущее, куда, собственно, нас вели наши бабушки, дедушки, там, отцы после победы
а, коммунистической идеи и социализма над фашизмом и фашистской Германией. То есть вы понимаете, тут очень сложные моменты, потому что очень важно понимать, в какой точке сборки вообще находит себя сам человек. Вот смотрите, непосредственно о молодом человеке, что у него в голове, почему он вместо того, чтобы влюбляться, жениться, учиться и строить какие-то планы, придумал, что он пойдет и убьет молодого человека. То есть тем самым совершив, во-первых, преступление, во-вторых, закончив свою собственную нормальную жизнь и перспективы ее получить в будущем, ну и создав как бы горе вообще семье, потому что у этого парня жена молодая, да, вот 2 маленьких детей, ну то есть это горе в любом случае в семье. Но один маленький нюанс. Вы знаете уже, что украинские патриоты устроили просто шабаш и празднование смерти молодого человека, отца 2 детей, значит, вот такой вот наглой насильственной смерти. Во-первых, это говорит о том, что украинское общество тяжело больно. И в данном случае, вот когда мы с вами ведем беседу, мы должны понимать, что в вот этих кругах нашего украинского общества мы не найдем понимания, потому что это уже огромный процент молодых людей, которые заражены этой скверной и для которых человеческая смерть вообще ничего не значит. Почему это происходит, я попытаюсь объяснить. Потому что долгие годы я звоню во все колокола, и очень эмоционально, потому что я понимаю, что это реальная проблема, на которую никто не обращает внимания, говорю, что средства массовой информации, которые отравлены вот этими ложными идеями, когда бабло перемагає все, когда ради денег ты готов и мать родную продать, когда у тебя нет ни чести, ни совести, ни достоинства, и ты готов на все, лишь бы только тебе заплатили, когда мозги наших детей угоняют как открытые автомобили. То есть, когда вот идет вот это вот информационное цунами, которое все состоит из говна и палок, то есть это абсолютно ядовитый с точки зрения смыслов и направлений поток, который тоннами сливается в голову детям. Родители не понимают опасности, которая каждый день, как говорится, преследует их детей. Вот если раньше родители, например, боялись, что ребенок пойдет на улицу, его украдут, обидят, побьют, или он попадет в другую компанию дурную, и там он появится, окажется под влиянием плохих ребят, и они боялись улицы. Поэтому, когда ребенок, например, был дома, родители были спокойны, и у них было мнимое ощущение, что их ребенок находится в безопасности. То сейчас, когда родители не выгонят детей на улицу, потому что у детей нет реальных друзей, у них нет никаких интересов на улице, они сидят в своей комнате возле компьютера, и они полностью погружают и сливают свою жизнь в информационное виртуальное пространство. И точно так же они потребляют огромное количество информационного контента с детства. С детства. С детства они смотрят агрессивные мультфильмы, с детства они играют в агрессивные видеоигры, где ты запросто убиваешь кого-то, где ты строишь какие-то империи, и потом ты нападаешь на кого-то, где все время вырабатываются какие-то воинские стратегии, где акула, значит, сожрала, откусила голову, и там куча крови, значит, у какой-то девушки. Или где ты постоянно бродишь по каким-то черным, темным переулкам или подвалам и в кого-то стреляешь. И вот это ощущение безопасности того, что происходит на расстоянии, у людей порождает ложное ощущение своей, знаете, своего бессмертия. То есть вот эти вот люди, вот непосредственно этот молодой человек, мы, конечно, там будем следить, если нам выдадут какую-то информацию, будем делать более внятные выводы, но как, например, он может кого-то любить или чему-то учиться, если, например, теоретически он вырос в бедной семье, если родители
предположим, много работали, не уделяли ему внимания. Или он там рос, предоставленный сам себе, и у него нет никаких перспектив в будущем. Или у его семьи нет денег для того, чтобы заплатить за его образование, он изначально ходил или, возможно, даже не ходил в школу. То есть если ты не получил никаких базовых знаний, которые дадут тебе возможность потом переступить на другой уровень, то ты не можешь рассчитывать на то, что твое будущее будет развиваться в этом направлении. Соответственно, если человек попадает изначально с рождения, с помощью родителей, в эту маргинальную среду без исходки, то что он может для себя придумать? Единственный способ привлечь к себе внимание – это убить известного человека и войти в историю как Харви Освальд, например, или как убийца Леннона, или еще как кто-то, потому что если ты не можешь реализовывать позитивный сценарий, то ты реализуешь негативный сценарий развития. То есть в истории известны мировые преступники, которые вошли в эту историю как негативные персонажи, такие как Гитлер, как Нерон, как те, которые, значит, там совершали какие-то массовые преступления. И, видимо, психическое состояние этого человека, оно привело его, это же пошагово случилось. Ни один ребенок не рождается сразу с пистолетом и с мыслями о том, что я вырасту и кого-то убью. Это происходит, потому что общество деградирует, и таких людей становится все больше и больше. И если вернуться к истокам, то в капиталистическом обществе, где все решают деньги, связи, где разрыв между элитами и народом все более и более расширяется, а в последние десятилетия с помощью вот этих финансовых инструментов тем более, то есть люди теряют работу, теряют нормальный образ жизни, у них теперь нет заводов, у них нет дела их жизни, их, по сути, выбрасывают на свалку истории, у них нет бэк-ярда, у них нет денег, а если даже они их копят, то эти деньги потом аннулируются за счет инфляции, их просто грабят через финансовые инструменты. И, по сути, огромное количество людей, которые раньше были средним классом в той же Америке, их выбрасывают на свалку истории. То есть бедные становятся нищими, нищие становятся бедными, а там кто-то, кто был более-менее богат, переходит в разряд, ну, еле-еле сводим концы с концами. Поэтому, когда мы говорим об Америке, и вот этой вот идее, понимаете, это благо, что еще в Америке есть большое количество, и в основном это республиканцы. То есть это люди, у которых рабочие семьи, или те, которые имеют отношение к производствам каким-то, к ремеслам, каким-то делам. То есть это выходцы из среднего класса, которые уже чувствуют, что их обнуляют. Поэтому они понимают, что если финансовый капитал в мире начнет приобретать такие формы, когда они соединяют в себе и деньги, и власть, и контроль над информационным полем, то все вот эти люди и их дети, они останутся на свалке истории. Поэтому они объединяются. Поэтому республиканцы и демократы – это столкновение между финансовым капиталом, который делает деньги из воздуха, на человеческой нефти, на том, что люди берут у них кредиты и никогда не могут их выплатить, потому что они уже всегда должны. И людях, которые промышленный капитал, которые создают добавленную стоимость, продукт реальный, которые уходят, по мнению вот этих финансистов, в историю. То есть им не нужны эти люди, их дети, их производство, их товары, потому что финансисты хотят контролировать какой-то минимальный процент тех, кого они могут держать в узде и кто будет обслуживать какое-то минимальное количество их интересов. Поэтому, если, например, брать этого стрелка, возможно, это его лебединая песня. Он привлек к себе внимание всего мира. Поэтому, если, например, проводить аналогию, у нас в Украине такой же больной на голову человек является президентом страны, Ну, у которого подождите. изначально... Вот смотрите. Ну. Значит, выходит вчера, по-моему, да? Ступ приезжал, президент Финляндии. Значит, выходит на брифинге, но он же понимает, к кому едет, да, то есть, где это будет оценено. И он так пошутил, говорит, я с вами, Владимир Зеленский, провожу больше времени, чем с женой. Ну вот, смотрите, там,
Дания вот только что вроде были, еще там вот были, вот я вот приехал. Его там провели, конечно, красиво, он там зубы сушил много на пресс-конференции. Поклонился, конечно, героям Майдана, в общем, все как обычно. Опять сделал нелепое заявление по поводу, ну там, Второй мировой, да, вот это все. Не в этом суть. Ну, от Зеленского что мы услышали? Понятно, что мы услышали от Зеленского. Удары дронами по Польше. Это Россия специально ударила, чтобы ПВО Украина не получила. Хотя, ну, другая часть аналитиков говорит, вообще-то как бы нет. А там есть даже один зам Пентагона в прошлом, говорит, так это выгодно Украине, это Украина их контролировала, как-то переправила, или, в общем, все сделала для того, чтобы это произошло, потому что это плюс Украине. Непонятно, плюс или минус, но, в общем, все отметились заявлениями. Но если продолжать вот эту тему, о которой вы говорите, вот они не такие, то такие точно. Выходит, значит, Зеленская. И говорит следующее. Моя семья тоже проводит бессонные ночи из-за атак, а утром дети идут в школу или университет. Моя семья не является исключением. Я всегда представляю своего ребенка в неподходящем, например, укрытии или школе, поэтому моя фундация работает над тем, чтобы эти укрытия были достойными, качественными и безопасными. Ну и чуть позже, сегодня же, да, Ермак сделал потрясающее заявление. Говорит, что президент Зеленская и первая леди показывают, даже в самые трудные времена Украина строит сильное государство, которое инвестирует в людей, в знания, в будущее. Это настоящее лидерство, которым можно гордиться. Ну, в общем, понятно, да? Похвалить Зеленскую сам Бог велел, тем более при Зеленском. Они же нам рассказывают, что они точно такие же, как и мы. Они же нам рассказывают, что они точно так же не спят ночами. Они точно так же спускаются в укрытия, а эти укрытия должны быть приспособлены. Они же вот тоже с нами. Все точно так же. Смотрите, какие классные лидеры. Смотрите, какая классная пара во главе страны. Правда, там как бы являются пара или не являются пока вопросы, потому что в позапрошлом каком-то интервью Зеленская, она говорит, вообще мужа не вижу. Да, то есть он со Стубом, мужа не вижу, он со Стубом, с Ермаком, с кем там, с Макроном, со всеми вот этими, то есть, ну вот так. Но демонстрирует нам это. И, внимание, сколько бы мы говорили, что это не так, получается, что этим словам верит народ, потому что народ не спрашивает, а как там, извините, пожалуйста, ваши дети? Вот бигусы нашли вот это в вопросе, да, голосуйте, друзья, в прямом эфире. Ну, нашли и нашли. Многие же махают рукой, ой, бог с ним, господи, там понятно, что увезли, а мы тут, нам свое робить, мы тут тянем свою лямку, несем свой крест. Знаете, Саша, есть такой хороший анекдот. Когда приходит старичок к врачу и говорит, доктор, сделайте что-нибудь. Я вот уже совсем абсолютно стал бессилен в сексе. Вот Иван Петрович говорит, что у него 3 раза в неделю секс бывает. А вот Иван Иванович говорит, что у него 5 раз в неделю секс бывает. Помогите, что делать, скажите. Он говорит, так говорите и вы. Понимаете? То, что говорит Елена Зеленская, точнее, то, что мы читаем и написано якобы от ее имени и приложена ее красивая фотография, вообще не соответствует никакой действительности. Пока люди будут продолжать верить в искусственно созданные потемкинские деревни, пусть хотя бы погуглят для начала. Понимаете, тут даже уже не понимаешь, на какую-то аудиторию вещаешь. Вообще люди понимают, о чем мы с ними говорим, когда мы какие-то, скажем так, расхожие определения даем. Да, потемкинские деревни – это когда Екатерина, значит, занималась освоением там южно-русских земель, так называемой вот этой юго-восточной Украины, за которую сейчас идет борьба, война, и там разворачиваются все эти события, то князь Потемкин, значит, ее вез по руслу Днепра на кораблях. И для того, чтобы она думала, что строятся города, что она там огромные какие-то деньги из казны, из бюджета выделяла непосредственно Потемкину и его группе ушлых строителей, якобы на строительство городов, верфей, значит, и всего остального. И вот он, значит, говорил, государыня, матушка, посмотри, вон вдалеке, какие стоят деревни. А на самом деле это были просто фасады домов, которые, в принципе, были только лишь фасадами, а за ними была пустая
пустое пространство, то есть это декорации, так называемые потемкинские деревни. То есть Владимир Зеленский и его мафия, не побоюсь этого слова, они занимаются созданием в информационном пространстве для людей потемкинских деревень. То есть они отсекли, заблокировали, дискредитировали и закрыли рот всем, кому могли, кто может говорить людям правду и высказывает альтернативную точку зрения. И создают с помощью этого зеленого марафона и страха, то есть несколько инструментов существует, которые, в общем-то, блокируют сознание людей и не дают им возможности свободно подумать над тем, что происходит. То есть они их запугивают, они их замкнули в периметре концлагеря, они отобрали у них свободу слова, свободу перемещения, средства отобрали, возможность их зарабатывать, убивают их детей и, по сути, морят, скажем так, голодом и отсутствием нормального образа жизни у стариков. Поэтому, в принципе, люди не в состоянии, вот этот страх блокирует у них умственную функцию, понимаете, мозговую деятельность. Но так как мы находимся на расстоянии, и, в принципе, мы для этого и учились, чтобы работать с информационным полем, и люди нас и слушают, потому что мы говорим правду, можем констатировать факт, что вы правы, Александр. Господин Стуб больше времени проводит с Зеленским, чем с женой. Господин Зеленский тоже проводит больше времени, чем с женой. Более того, он проводит больше времени со Стубом, с Макроном и прочими персонажами, которые полностью выпрыгнули из одной песочницы. Если собрать их всех в одну кучу, понимаете, как головастиков трусами на Крещатике наловить, понимаете, для рыбалки, чтобы крупную рыбу ловить. А крупная рыба – это Россия, по большому счету. Если собрать всю эту гоп-бригаду, понимаете, в одну кучу и понять, кто за ними стоит, и мы с вами придем, дорогой Александр, к наследнику британской короны, который сегодня посетил этот забытый Богом уголок, который называется город Киев. Ой, слушайте, Почему, такой Гарик? визит какой-то, ну, если Я вам честно. сейчас расскажу, Такой подождите. такой какой-то вагон обшарпанный, что-то. Подарили ему стакан и подстаканник. Да елки-палки, это Укрзалезниця. Вы ж такие крутые. У вас же ж там можно пойти душ принять в Киевском вокзале, там лаунж открываете, меню какой-то разрабатываете. Где Лещенко? Стакан ему подарили с подстаканником. Обнимался там он с кем-то, когда приехал, и вот тебе, мол, сувенир. Это что? Это может, они увидели, что он пытался свистнуть стакан с подстаканником на память, и вот решили ему так подарить. Вообще какая-то, вообще непонятный какой-то визит. Какого он тут делает? Абсолютно понятный визит, Александр. И не обесценивайте его своими шуточками, потому что на самом деле, если бы вы посмотрели, а я думаю, что, может быть, большинство наших зрителей смотрели внимательно, особенно первые 2 сезона сериала «Квин. Корона» о королевской семье, и обратили бы внимание, как королевские персоны, скажем так, наследники короны или молодая королева, которая, значит, объезжала свои владения. То есть у них раз в году происходил такой тур. Они садились, значит, на яхту «Виктория», такой корабль флагманский, и отправлялись, значит, в свои заморские владения осматривать. То есть она брала супруга, они приезжали и устраивали для элиты, которая занималась, значит, контролем над туземцами-аборигенами, устраивали там званые ужины, значит, делали выходы к народу, к плебсу, значит, к этому стаду, и изображали, что корона о вас беспокоится. Но на самом деле главная задача этих всех их вояжей, это, соответственно, было контроль над элитами, которые были надзирателями над этими племенами. Так вот, я хочу вам сказать, Александр, страшно то, что Украина, будучи потомками победителей, одной из самых высокотехнологичных и богатых республик Советского Союза при распаде, с населением, которое практически там на 90%
было образованным и на 70% с высшим образованием, с заводами, пароходами, атомной энергетикой, там, с баллистическими ракетами, вагоностроением, самолетостроением и прочими ништяками, украинцы за 30 лет превратились в аборигенов. И принц Гарри по старой доброй традиции, просто немного изменив концепцию, приезжает сюда как хозяин этих заморских территорий на контроль элиты, так называемой, которую они здесь легитимизировали, поставили, и которая занимается тем, что она загоняет население в этот концлагерь и держит его в страхе лишь с одной единственной целью – выполнять четко и внятно команды своих белых господ в пробковых, как говорится, шлемах, понимаете, и с сигарой Черчилля в зубах. Он приехал просто проконтролировать и, скажем так, поддержать боевой дух так называемого президента, а точнее узурпатора и диктатора кровавого Украины, который по совместительству является надзирателем этого концлагеря. Но, знаете, если уж возвращаться к тому, что вот и мы же такие бедные, несчастные, спускаемся в укрытие, также страдаем и мучаемся, и мы же такие же, как и вы, хотелось бы, чтобы и мы же такие же, как и они, тоже имели возможность бесплатно летать на государственных самолетах или вообще хотя бы на хоть каких-то самолетах летать из Украины. С учетом того, что 4-й год из Украины ни один самолет не летает гражданский и не прилетает, соответственно. И точно так же хотелось бы, чтобы у нас была такая свобода перемещений. Потому что, как мы помним, если мы такие же, как и вы, то хотелось, чтобы у каждого украинца был свой личный самолет и возможность большинство времени проводить за пределами этой прекрасной краины мрий, которую построили Владимир Зеленский и его супруга Олена, которая давно мужа в глаза не видела, не нюхала, как говорится, и рядом не стояла. Потому что мы имеем дело с мафиозной структурой, с масонскими образованиями или трансформированными уже там были какие-то старые формы, да, там контроля над населением, над аборигенами людьми. А сейчас это такое неорабство. То есть они просто не в каретах приезжают, понимаете, не на дирижаблях прилетают, не в цилиндрах или каких-то там котелках приезжают и в костюмах. А они приезжают в спортивной такой одежечке, типа такие демократичненькие. Но на самом деле контролируют они полностью весь финансовый поток, который исходит от Украины. Полностью перекрыли людям возможность свободно там свои деньги выводить. В Украину можно только деньги присылать, а высылать из Украины ты не можешь, если ты не отчитался перед белыми господами, где ты эти деньги взял. То есть единственная возможность – это только лишь дипломатической почте на самолетике Владимира Александровича загрузить золотые слитки, мощи Ильи Муромца, понимаете, утварь из разгромленных христианских храмов и прочие антикварные вещи и вывести их под видом дипломатической почти куда-нибудь в Лондон і у Великую Британію, чи, можливо, на якісь Фольклендські і Мальвінські острови. То есть это мафия, самая натуральная. И они занимаются разграблением всего, до чего дотянутся. И, естественно, Ступ, Зеленский и все остальные вот эти вот, которые водят хороводы вокруг своих жен бород, знаете, есть жена борода. То есть я не хочу сейчас просто, использовать более простые определения, но кто понимает, тот поймет. Люди, которые искусственно создают браки и под прикрытием того, что они якобы натуралы, и у них даже дети есть, но на самом деле у них совершенно другие и политические, и сексуальные, и, скажем так, религиозные предпочтения. То есть это просто чистой воды мафия. И Украина угодила вообще вот в эту адскую воронку, в этот сатанинский замес. А то, что людям создают искусственную картинку, то, что их низводят до состояния безмозглых просто рабов,
То есть в 21 веке при наличии огромного количества средств массовой информации людей приучают именно пить, жрать и поглощать только тот отравленный контент, в котором обязательно замешано бандеровское сало и слюна, которую плещет вот этот вот Корчинский или Стерненко или Притула. То есть все те, кто наживается на этой войне. Поэтому, Александр, о чем говорить? Мы во всем мире, и я говорила, что рано или поздно это будет распространяться со скоростью, ну вот именно информационной пандемии. Мы во всем мире пали жертвой вот этих вот ложных смысловых конструкций. И с помощью технологий, вот когда мы приходим, например, в большой кинотеатр, да, и с помощью вот этих 3D-технологий, компьютерных технологий, нам показывают совершенно несуществующий в мире, ну, персонаж, например, там двигаются какие-то космические корабли, да, там какие-то монстры появляются. То есть они настолько реальные. То есть эти технологии научились так рисовать вот эту виртуальную реальность, что у людей уже они теряют ориентиры, где реальная жизнь, а где искусственно созданная. Так вот, Зеленский, принц Гарри, принц Уильям и Кейт Миддлтон, которые тоже, у них такая же семья прекрасная, понимаете, как у Владимира Зеленского с Еленой Зеленской, у Макрона с его бабой-дедой и у Стуба с его там какой-то там Стубихой, понимаете. То есть это искусственно созданные конструкции, которые людям надевают на головы и рассказывают, что вот это ж все хорошо, вот так оно и есть. А на самом деле, пока люди там смотрят в другую сторону, как в этой платоновской пещере, понимаете, пока они рассматривают тени на стене, реальность происходит у них за спиной. Их убивают, грабят и создают такие инструменты, чтобы полностью в один прекрасный момент перейти в новый технологический уклад, который называется там революция информационного пространства, я не помню, какая она там уже по счету, 4-я, 5-я, 7-я, 28-я, это не имеет значения, но это будет совсем другой мир, когда большинство людей будут верить вот этим искусственно созданным виртуальным каким-то информационным потокам, на основании их черпать информацию, делать собственные выводы, а те, кто контролирует процессы, будут держать в руках все инструменты, все ресурсы, они присвоят себе воду, леса, поля, земли. То есть вот с Украиной это и есть этот эксперимент, который они провели. Можно? Они поставили своего, подождите, я закончу, поставили своего ставленника в лице Зеленского. То есть предварительно, это же спецоперация была, предварительно они создали ему определенный такой пузырь информационный, надели на голову это 95-й квартал всем абсолютно, то есть создали информационную монополию. Потом они создали людям ощущение, что это мальчик из нашего двора, русскоговорящий, который не замазан в политике, который честно и отважно говорил им, что я принесу мир. Люди пошли за него, проголосовали. А потом началось все самое интересное. Под прикрытием войны, под прикрытием русской угрозы, ужасного Путина, невменяемых, значит, русских белых медведей, балалаек там или еще чего-то, они на самом деле купили украинскую землю, они полностью присвоят себе все ресурсы, они подписали документально, Зеленский отдал им все вообще полезные ископаемые. Они, в принципе, меняют полностью мозги наших людей и детей с помощью средств массовой информации и образовательных процессов. То есть отучают детей говорить на русском языке, отучают детей верить собственным родителям, чтобы дети не читали, не слушали ни Пушкина, ни Достоевского, ни Толстого, не знали ничего про, там, не знаю кого, Шнитке или там какого-то Чайковского, чтобы они даже Машу и Медведя не смотрели с детства, то есть чтобы они вообще никак себя не ассоциировали со славянами. Смотрите, тут же очень важный момент. Вот все же начинается с мозгов, Снежана. Ну, и заканчивается мозгами. И заканчивается мозгами. Просто или на асфальте, или какими-то, которые прозрели, понимаете? Тут же, понимаете, как вот просто вот так говорите по поводу этих, спецопераций. Это правда спецоперация? Да. Я хотел спросить у вас, но вы же
был же период, вы работали с Машей Ефросининой на одном канале. Не просто на одном канале, мы в одном проекте работали, были партнерами с ней, точнее, на новом канале, где мы непосредственно вот работали как коллеги, да, у нас были 2 пары, она с Юрой Горбуновым работала, а я в следующую неделю, то есть мы как бы менялись. Но у меня было несколько партнеров. У меня был Даманский, потом Фози Сидоренко, значит. А потом у нас был какой-то такой сезон, когда уже под шапошный разбор, и Ткаченко уходил на 1+1. У нас был такой сезон, когда у нас были смешанные пары. То есть мы с Машей, вот, например, тоже могли быть парой, и, например, могли всю неделю работать, эфирить там в прямом эфире в программе «Подъем». Ну Я и плюс... Да, смотрите, я просто почему спрашиваю. Вот, понятно, что там Ефросинина, она заняла позицию, у нее там есть интервью, у нее, ну вот, она перейшла на украинскую мову, ну, то есть, вот такой у нее выбор. Я сейчас даже не о Ефросининой хочу сказать. Она приглашает к себе тоже гостей. И в студии, в общем, делает с ними интервью. Интересно, неинтересно, смотрите, оценивать зрителю, то есть... Ну, интересно, наверное, да, раз это смотрят. И вот она позвала к себе, есть такой бородатый лигосмешник, комик Кирилл Ганин. Ну, значит, он там снимался, это тоже эта вся банда, вот это «Квартал 95», «Лига смеха», вот эти команды, вот это, они там, причем потом сериал «Волонтеры» начали снимать. Что делает этот Ганин? Ну, понятно, человек в теле, так вот толстый, он запомнился видео, где он стримит, поставил себе заставку «Горящий Кремль» и собирает донаты. Ну, то есть, фишка в чем этих стримов, и типа там с полуприколом туда-сюда, и он собирает донаты, короче, волонтер, да, комик, волонтер и так далее. Он у Маши Ефросининой. К чести Маши Ефросининой, без всякого, то есть она, ну, то есть, понятно, что она там могла по-другому как-то построить, ну, построила как Не построила. могла, не могла, Нет, Саша. смотрите, тут какой момент? Важный момент. Она ему показывает, ну, в интервью показывает фрагмент, где была вот эта шутка, типа, про утонувшего в Тисе. Ну, типа, и спрашивают, как вообще можно такое шутить об этом, туда-сюда, он там оправдывается, это не я пошутил, это вообще в принципе. Ну, это там была шутка, типа, я тону в твоих глазах, как ухилянт в Тисе, вот это все. И он ей отвечает, в общем, призывает мужиков брать на себя ответственность, не бояться умереть на войне, говорит, что, скажем, будет и дальше смеяться над такими мужчинами, и вообще все эти мужчины, которые утонули в Тисе, они, мол, идиоты. Ну, позиция, конечно, мощная. Но сам он, когда подписчики во время его стримов говорят, а что ты не на фронте такой тут сидишь, рассказываешь, там, брызжешь потужностью. И вот я к чему этот пример привел? К тому, что, ну, деградация. Деградация смыслов, то есть шутка про утонувшего в Тисе, и он будет и дальше, вот все, то есть никакой вины, ничего, там, за страну, за отечество, порву на немецкий крест. А папу убитой украинки в Северной Каролине не пустили за границу дочь похоронить в Америку. Потому что, ну, он не достиг еще возраста 60 лет, когда можно выезжать. Все, сиди. То есть, знаете, тут же какой момент? Убийство вот это в Северной Каролине, оно же, ну, да, оно вскрыло очень много таких моментов и общественных, и политических. Оно опозорило украинскую власть как таковую. Это просто, ну, все. То есть можно выбрасывать в мусорку. Когда Трамп публикует, когда глава ФБР публикует, идет опять это, ну, точно такая же история. То есть они говорят, ну, сначала это 22 августа это случилось, вот эта история случилась, они говорят, смертная казнь, ну да, там начинают говорить, да вот он там черный, там шизофреник, там, она читала его мысли, там что-то такое лопотал. Но ну, политически это вышло на самый Олимп информационный. И только потом начали там что-то писать, потому что поняли, что не написать вообще, это вообще просто ниже плинтуса. Так отца что не выпустили? Ну, поехал бы, похоронил дочь, ну, вернулся, куда бы он делся? Или что? Или если вот выпустить отца, это типа прецедент, а у нас порядок, нельзя. Ну, слушайте, понятно, что там, наверное, отец в возрасте, он вряд ли поплывет через Тису. Но другой бы, может, и поплыл через Тису. И вообще, мы вот как бы унижая вот этих людей юмором, в кавычках, мы вообще не понимаем их ситуацию.
Днепр, ТЦКшник бьет ногами мужика, а тут ему кричит: хлопцы, за что? У меня ребенок инвалид. И они его мутузят, там это пакуют. Это что-то просто перевернулось в украинцах внутри. Как это, лечить? Можно же назад вернуть и мозги вправить. Саша, вы столько зацепили струн моей души. Начну с Маши Ефросининой, моей прекрасной коллеги, в общем-то, не побоюсь этого слова, которая была моим другом, скажем так, и человеком, с которым у меня были достаточно теплые отношения. Она не могла поступать иначе, когда начались все эти события, потому что с этим связана жизнь ее семьи. Если вы знаете, младшая сестра Маши Ефросининой в свое время была женой Андрея Ющенко, сына президента страны. Соответственно, когда ты входишь в определенную семью, такие браки так просто не складываются. То есть ты не можешь просто так выйти замуж за сына президента страны, потому что подвергаются определенному контролю и проверке все члены твоей семьи. Так как Маша являлась членом семьи Лизы Ющенко, то, соответственно, как были, так и остаются у нее определенные обязы, так называемые, перед этой семьей и, соответственно, перед той парадигмой, которую впервые более 20 лет уже тому назад привнес в украинское информационное и культурное пространство Виктор Ющенко. Как вы знаете, Виктор Ющенко тоже подвергся определенной спецоперации, когда он развелся со своей первой женой и женился на украинке, значит, которая родилась в Америке с американским паспортом, значит, от беглых потомков полицаев Катерине Ющенко. Поэтому, когда ты живешь, спишь и подвергаешься постоянному облучению определенных смысловых конструкций, то ты так или иначе проходишь определенную степень трансформации. И, собственно, вот все то, что началось в Украине много лет назад, не в 2014 и даже не в 2022 году, а с момента, когда на 9 мая при президенте Ющенко он заставил пройти единым маршем оставшимся еще в живых на тот момент ветеранам Великой Отечественной войны, Красной Советской армии, и в одном марше с воинами УНА-УНСО. Вот с того момента началось разложение и распад. Вот это вот отклонение от нормы, Саша, оно не произошло единомоментно на 180 градусов. Оно по градусу, понимаете, отклоняло сознание людей. Но если, например, у взрослых людей, таких как я, которые помнят Советский Союз, там, советские школы, советское образование, отношение к детям, там, путевку в жизнь, то, что нас объединяло, нашу историю, наших предков. Если мы еще помним и нас сложно повернуть, то вот тех людей, которые являются ровесниками независимости от здравого смысла, я прошу сакцентировать внимание, от чего у нас независимость. От здравого смысла, когда человек наносит себе аутоагрессию, и страна, соответственно, тоже. Когда он находится в состоянии когнитивного диссонанса, а точнее всего, можно сказать, такой социальной шизофрении, когда он перестает быть собой, отвергает свою историю, отрывается от собственных корней и думает, что он что-то другое, вот тогда и начинаются вот эти все процессы политического бешенства. Это невозможно вернуть, Саша, невозможно. Но можно попытаться. Но, к сожалению, даже никто и не пытается. Потому что если начать сегодня, например, то, может быть, лет через 20 как-то более-менее все вернется на круги своя. Но так как никто не начинает это делать, а продолжают людей ввести в эту бездну безумия и доказывать славянским людям с белой кожей, русскоговорящих в своем анамнезе с рождения,
которые выросли на Пушкине, Чехове и Достоевском, даже если они их не читали, не учили наизусть, но они знали общее содержание этих произведений и, в общем-то, знали как-то худо-бедно свою историю. Когда вот эти все русскоязычные, Гордоны, Прибацманы, соответственно, там, Портниковы, какие-то Киселевы, Говнопольские и прочие представители шоу-бизнеса и тех, кого впустили в информационное пространство, Савики Шустеры, а в России там тоже огромный список имен можно назвать, они людей ведут на убой, рассказывают, что они антисоветчики, что Советский Союз это была оккупация, что на самом деле вообще все было плохо, а теперь все хорошо, и нужно еще сделать лучше, если мы полностью сдадимся Западу, если мы, как говорится, сами же разрушим свой Карфаген, то есть разрушим свою собственную землю, убьем своих собственных детей и не родим их, а потом возьмем еще перепахаем и солью, понимаете, засыпем, чтобы никогда в жизни здесь никогда никто не помнил, что были здесь православные, славяне, что был здесь вот такой русский язык, были детские сады, школы, садики, университеты, атомная электростанция, которая давала свет 24 часа в сутки, и все у нас было. Вы понимаете, Саша, в этом проблема, потому что люди, которые не имеют никаких принципов, которые ради собственной алчности и выгоды готовы бросать в топку войны сотни тысяч чужих жизней и не испытывают по этому поводу никаких рефлексий, которые идут вдоль трепещущихся флагов 24 часа в сутки, значит, которые все время увеличиваются, эти кладбища, и гробы тягаются по улицам, и у которых сердце не ёкают, что я натворил. Что вообще происходит? Как я вообще до такого довел страну, что миллионы людей убитых, реки крови текут, города разрушаются, люди бегут, им в спину стреляют, и отца убитой девочки не выпускают, чтобы похоронить собственную дочь. Понимаете, все имеет причину и следствие. Когда украинцы подумали, что они больше не русские, не славяне, не православные, а лучше кормят вот там на Западе, и им посулили, как вот этому ослику и шаку, морковкой вот этой вот, то вот тут приходите, будете жить, поживать, добра наживать, тут у нас сыто, тут у нас спокойно, тут у нас красиво, здесь у нас, как говорится, тихо и светло, сухо, как в памперсе. Вот как только люди предали свою историю предков, самих себя и своих детей ради вот этих коврижек, знаете, как? Предательство, оно влечет за собой все. И смерть в том числе. То есть украинцы упорно, знаете, ежики плакали, кололись, но продолжали есть кактусы. Упорно думают, что если они будут идти в ад стройными рядами, когда-нибудь они попадут в рай. Понимаете, это сказка про крысолова. Это сказка про вот эту волшебную дудочку. Только в образе вот этой волшебной дудочки являются мировые средства массовой информации. И Голливуд как фабрика грез, где регулярно подсыпают голливудскую пудру из крысиного яда в мозги неокрепших детей. Ну, это, кстати, очень важно, то, что вы говорите по поводу вот этого дудочки, да? Вы же видите как? Смотрите, есть там средства массовой информации. Вот все российские плохие. Плюс-минус нормально, и то, конечно, не такие хорошие, те, которые там либеральные смылись с России. Ну вот, например, да, то есть мы никогда не видели вот в мире вот травлю средств массовой информации. Ближневосточная история тоже нам показала, там, смотрите, иранские какие-то источники, это ерунда, не верьте. Нет, вам напишет все там Вашингтон-Пост и остальные. То есть, а по сути, ну, смотрите, они же делают ту же самую работу. Ну, то есть, функция. Новость случилась, они ее там упаковали в какой-то форме. Сюжет, и размножили. И размножили. Задача ее, как бы, ну, вот, ну, доставить до реципиента.
Им говорят, нет, это тоже ведь глобальная конкуренция за умы. Хотя по большому счету, если произошло условно землетрясение, там, да, о нем напишут, да, по-разному, но об этом напишут все, да, должны написать все. А мы изначально видим, что сюда, значит, ты не смотри, ты смотри вот сюда, потому что там тебе наврут. Почему? Да потому что наврут. И тут уже там, и ты так махаешь рукой, не хочешь разбираться. А сколько там этих иранских телеканалов, ну или, допустим, российских телеканалов, а сколько этих там газет, изданий, там, да, бог с ним, это все не ложь. Вот светило, вот оно светит солнышко правдивости. СМИ, которая выходит Илон Маск и говорит про девочку-украинку, даже не написали. Даже не написали. Как вы что, в своем уме? Спасибо, появился X, и плюс-минус они там, ну, короче, они там есть, они там лазят все в этом Иксе, вот эти политики, все, новая элита республиканцев и мага, что это хотя бы увидели. А так это сколько было в тишине? Неделю? Полторы? Ну, вот в плюс-минус такой тишине. Ой, сообщили. По большому счету, это ведь тоже в этом большая проблема. Но я вот хотел бы направить все-таки вот вашу мысль в адрес, ну, вот в сторону, да, в сторону того, что вообще вот нам сулят, да, вот дальнейшее, вот украинцам, да, дальнейшее событие. Я вам, с вашего позволения, приведу две цитаты. Зеленский сегодня на встрече с западными партнерами. Цитата номер 1. Мы знаем, что Путин получил свои базовые представления о морали в спортивной секции от своего тренера. Это был тренер не только по дзюдо, но более по криминальным понятиям и по отношению к людям. Такой тренер был у Путина. А как получилось, что миллионы россиян, у которых не было такого тренера, мыслят так же, как и их руководитель? Это первое высказывание Зеленского. И второе высказывание Зеленского тоже примерно об этом же, да, о пути Путина. Значит, Зеленский. Все мы можем найти информацию про учителей Путина. Российские пропагандисты очень часто любили показывать его учительницу немецкого языка. Человек образованный, и было видно, что она гордилась своим учеником. Она научила Путина немецкому, но не смогла научить его быть европейцем. Зачем это говорит Зеленский? Это манипуляция сознанием. Это отвлечение внимания на другой объект для того, чтобы не стать самому объектом исследования. Знаете, ну, во-первых, Путину 70 с чем-то лет, и 25 лет он является президентом огромной страны, и народ в основной своей массе, если отвлечься вот от каких-то элит, которые по большому счету, конечно, тоже имеют свои интересы и тоже там разбиты на фракции, и там ведется просто нещадная борьба, собственно, как всегда во всю историю власти в России, там всегда была кровавая борьба за власть. То есть кто в конечном итоге окажется на вершине горы. Но мы сейчас отставим это. В общем и целом, если изъять элиты, да, из рассмотрения, то президент страны Владимир Путин, его максимально поддерживает народ. То есть они находятся, ну, в корреляции, да, во взаимодействии определенном. То есть мы можем это абсолютно четко видеть, исходя из того, что происходит, как говорится, в реальной жизни. Поэтому, когда, например, Зеленский без году неделя, человек, не являющийся политиком, никогда не готовый к этому, не дипломат, в общем-то, не способный к импровизации, не способный к обучению, который читает только лишь написанные для него тексты и зачастую еще и не на родном для себя языке. То есть, по сути, полностью манипулируемый персонаж, который выполняет чужой заказ, по чужим лекалам делает подобного рода заявления, нужно просто понимать, зачем он это делает. То есть его главная задача постоянно дискредитировать руководителя страны для того, чтобы обесценить его в глазах
ну, скажем так, сомневающейся аудитории. То есть говорить, например, сейчас, что у Путина были учителя, или Путин в молодости там то-то и то-то делал, или там что-то он где-то чему-то учился, к чему-то там он стремился. Но давайте вообще в таком случае поговорим, когда Зеленскому было Давайте поговорим об учительнице музыки Зеленского. Как он так тогда. лихо на рояле, так сказать, исполнял. Так вот, вы понимаете, то есть когда Владимир Зеленский, который в своей предыдущей профессии оголялся, раздевался, вел себя непотребно, голым бродил, значит, по супермаркету АТБ, плюс есть свидетельства пока еще окончательно не доказанные, но очень впечатляющие о том, чем он занимался, каким эскортом в Москве, когда он был артистом. Если вообще вспомнить, как он, например, писался и какался в пеленке, понимаете, то, в принципе, так мы дойдем ну, до полного и бесповоротного безумия. То есть вот это вот отвлечение внимания, вот эта дискредитация и обесценивание, это все равно дымовая завеса от реальных событий, которые происходят. А они происходят. Зеленский вовлекает в эту войну страны и народы, которые принадлежат к блоку НАТО. И то, что Ступ говорит, что я больше с вами времени провожу, и то, что Зеленский целуется, обнимается и нюхает вместе с Макроном, то, что у него в друзьях Урсула фон дер Ляйен, они целуются, обнимаются, и которая, в принципе, с помощью своих рычагов влияния, она отсекает вообще вот этот информационный поток, который периодически выпрыгивает в пространство с концлагеря Руина. То есть, в принципе, с помощью Урсулы фон дер Ляйен и ее рычагов средства массовой информации в Европе все время вот так вот не замечает то, что происходит вообще в Украине, как забивают людей, убивают людей, похищают людей. То есть есть видеосвидетельства, есть доказательства, но они это все не замечают, потому что это все купируется. То есть все, что может дискредитировать самого Зеленского, его власть, все, что происходит в Украине, вот это нарушение прав человека и всего остального, это все уводится в тень, с этого снимается фокус, для того, чтобы перевести этот фокус на Путина, на ужасных русских, значит, на то, как его плохо учила или хорошо учительница по немецкому языку, и вообще на его личную жизнь и какие-то другие, скажем так, личные человеческие там достоинства или недостатки. Но на самом деле это отвлечение внимания от того, что Зеленский завел Украину в глухой кут, продал землю и людей, уничтожил генофонд, потому что молодых пацанов, которых обманули с помощью средств массовой информации и бросили на убой, полностью не соответствовали ни силы, ни средства вообще вот этой войны. То, что он продолжает грабить, продавать землю, ресурсы и людей, и хочет при этом, чтобы ему ничего за это не было. Он хочет выйти сухим из этой воды. При том, при всем, что он осуществил вообще полностью правовой коллапс, заблокировал Конституцию, поставил ее на паузу, уничтожил Конституционный суд, принял с помощью своей вот этой клики, этой бандитской тусовки в Верховной Израде такое количество контроверсионных законов, которые полностью противоречат Конституции, что, в принципе, разгребать это все непонятно, кто будет и кто-то хочет ли это разгребать. То есть у Украины по-прежнему, Саша, как в этой сказке у Крысолова, есть один только путь. И люди, к сожалению, из-за того, что они не хотят в этом разбираться, боятся разбираться, или уже подсели на эти ложные потоки информационные, им рассказывают, что перемога буде, скоро буде перемога, и они вот сами, поглощая эти иллюзии, понимаете, думают, что рано или поздно они придут к счастью и благополучию. Но нет. На самом деле, понимаете, лечить нужно все общество.
Но кто его будет лечить, если докторам, понимаете, прострелили голову, связали руки, и как в этом страшном рассказе Эдгара По, сумасшедшие взяли власть в дурдоме. Врачи и санитары все сидят в подвалах и расстреляны, а сумасшедшие в белых халатах изображают из себя главного врача и руководителя лечебного корпуса. Знаете, Поэтому когда вот была вот эта история, ну, это неделю назад, да, вот эта вся с Китая, которая так подогревалась после м, парада. брифинга Путина, когда он говорит, ну, там, встречаться не о чем, незачем, но если хочет, пускай приезжает в Москву. А, И вот прям действительно вот посыл такой прям яркий. Многие сразу вспомнили Зеленского, когда он говорил, да поеду я в Москву, ну, например, да, вот это все обсуждали. Сегодня понятно, что топ-новостью на Fox News интервью и появление, ну, в студии Трампа, это была вот эта история с Кирком, с его убийцей, которого поймали, да. То есть, несомненно, это самое главное. Но там, ну, понятно, что журналисты спрашивали и про Путина. И он говорит, тоже интересно так, говорит, похоже, все идет к концу довольно быстро, говорит Трамп по поводу Украины и войны в Украине. Но, как известно, танго в одиночку не станцуешь. Забавно получается, когда у Путина было желание, Зеленский отказывался. Когда Зеленский загорелся идеей, Путин не был готов. Сейчас Зеленский хочет переговоров, а вот Путин пока не уверен. Но нам нужно принимать решительные меры, и притом быстро. Смотрите. Вот после этих всех сентенций о том, что какие там учителя у Путина, ну вот эти криворожские понты вот эти, да, словесные, мы понимаем, что встречи этой не будет. Но к концу-то все идет. К какому? И какой может быть конец войны? Без встречи Путина-Зеленского, без вот этого всего. У меня, к сожалению, Саша, не такие радужные и оптимистические прогнозы. С учетом того, как активно сейчас включают Польшу, Францию, устраивают вот эти все протесты, беспорядки, нагнетают обстановку, лишают людей остатков надежды, нормальной жизни. То есть вот это вот все, мне кажется, что готовится почва, чтобы в очередной раз вовлечь вовлечь максимальное количество участников. То есть они хотят, знаете, снова наловить какое-то количество наивняков. Вот, например, я бы, честно, на месте вот этих пацанов, которых выпустили до 22 лет за пределы страны, очень серьезно подумала, почему их выпустили и куда им бежать. Потому что если, например, еще в своей родной стране, где ты хотя бы понимаешь какие-то пути отхода и можешь там под покровом ночи где-то все-таки тайными тропами где-то в глухое село забиться в подвале и пересидеть, может быть, то если ты уезжаешь, например, в ту же Польшу или в любую другую страну, и там у тебя нет документов или там нету какого-то легального положения, да, а если оно у тебя легальное, то ты, в принципе, находишься на карандаше. То есть они же там все абсолютно прозрачные, видимые. И их гораздо проще там будет отлавливать. Более того, их же потом будут обвинять, что это из-за вас, украинцы, вот эта война идет, поэтому на вашей земле война идет, вот вы давайте собирайтесь, мы вас тут научим, в зубы вам берданку дадим и отправим вас, идите, воюйте, возвращайтесь в свою собственную страну. Вот у меня есть такое подозрение, что этих пацанов все равно там отловят, и правдами или неправдами, обманным путем их опять соберут в какие-то, скажем так, объединения военизированные, и все равно рано или поздно отправят их на убой. То есть они просто хотят их сейчас пересчитать. Они дали возможность им пройти через легальную рамку, чтобы понять, понимаешь, какое количество вот этих вот свободных, как говорится, тел можно еще использовать в этих боевых действиях. Я не верю в то, что это остановится. Потому что, судя по раскладу, весь этот хаос вышел из-под контроля его создателей. То есть слишком сложная система. Вы понимаете, вот ужас заключается в том, почему, например, дискредитируется русский язык
и вообще русскоязычные источники информации специально для того, чтобы люди не могли обнаружить в этом огромном массиве русскоязычного контента, да, какие-то здравые мысли. То есть чтобы вообще любое, все, что говорится на русском языке, изначально было отторгаемо, знаешь, ну, то есть чтобы люди вообще даже в эту сторону не смотрели. Но вот я, к счастью, понимаете, не заражена этой бациллой, и я очень много и в своем телеграм-канале, и везде делюсь вот лекциями Андрея Ильича Фурсова, историка, исследователя, и, в общем, там, человека, который колоссальную работу проводит по изучению вот этих всех наднациональных структур, транснациональных корпораций, движения капитала и средств в обход государственных структур, глубинная власть, как бы, как это все формируется, откуда это все берет свои истоки. И я вам хочу сказать, что он очень многие вещи вот сейчас, как бы новый взгляд открывает на процессы, которые происходят. И он тоже говорит очень много о том, что для того, чтобы управлять какой-то системой, элиты, ну то есть управляющие, они должны быть сами по себе сложнее, чем сама система. Но так как мир начал расширяться, и вот этот вот процесс глобализма, он затронул практически все уголки мира, и там технический прогресс, информационные технологии. То есть они вышли на такой высокий уровень, что, в принципе, сама система стала настолько сложной, что управляющие элиты, их мозговой центр, они не управляются с этой системой. То есть для того, чтобы управлять сложной системой, ты должен быть на порядок выше, умнее и дальновиднее. Поэтому они сейчас хотят включить вот этот фактор искусственного интеллекта, который, по их мнению, будет более внятно как бы обрабатывать информацию и давать какие-то свои прогнозы. И, собственно, я думаю, что вот это все просто разошлось, понимаете, слово с делом. Я смотрю, Саша, вы там ржете, что Да я там? тут, я в шоке, если честно. Приходит Да, сообщение. Это, конечно. да, Помните давайте. помните вот эти все, скажем так, звезды, которые отправились в армию? Ну вот там Ну да. Козловский, там в армии, там Вакарчук в армии, в ТЦК он числится, а сам ездит, прыгает по концертам. Не, ну подождите, Вакарчук теперь что, він? Гордість страны, гордість нации, Легенда, национальная легенда. легенда. Да, что-то такое. Национальная легенда, Козловский легенда сходил в нации. армию, отцом стал, понимаете, иногда сходить в армию очень даже неплохо. Так вот, есть такой певец, ну, кстати, как бы, ну, певец, да, он недавно сделал coming out, это певец Меловин, который на Евровидении представлял Украину. И вот было сообщение о том, что я иду в пограничные войска. Ну вот несколько недель назад, думаю, ну все, ну слушайте, уже и Меловин идет в пограничные войска, вот это певец, вот это молодец. Ну, вот сейчас публикует. Я в больнице, мне плохо. Транквилизаторы, капельницы, много сплю. И ваша любовь, как всегда, доводит меня до слез. Хочу на ручки и гелевые шарики. Что со мной? Мне жаль, но все повернулось как когда-то давно. Моя менталка и диабет не выдержали давления структур. Я не крепкий орешек. Извините. Все, на больничку слег. Нормально Я думала, отслужил. он беременный. Знаете, Козловский пошел в армию, стал отцом, понимаете, а Меловин пошел в армию и стал матерью. У него, видите, все разгулялась система. Может быть, он тоже, наверное, пошел в армию для того, чтобы встретить там парня своей мечты. И, может быть, слишком много было таких парней, надо было всех как говорится, пробовать для того, чтобы определиться. Там, наверное, какая-то жизненная, любовная трагедия случилась в армии, потому что для таких, как Меловин, с их каминг-аутами, певцов ротом, понимаете, и не только, которые свою Певцов карьеру... ротой, там же, Певец ротой. ротой. Значит, друзья, давайте подведем итоги нашего сегодняшнего вопроса. Как вы относитесь к тому, что дети агитаторов тотальной мобилизации учатся или живут за границей? 10% мне все равно, личное дело каждого. 10% значит, радуюсь за них, тоже так хочу. 40% не удивлен, после войны разберемся, и 40% раздражен и даже зол. Ну, то есть,
80% раздражены, злы, но не удивлены. Знаете, ну вот так. То есть это как вот, по-моему, Левит про Трампа говорит, там он как бы разочарован, но не удивлен, что такое, да, во время там какой-то бомбежки Киева или что-то. Ну, вот так, вот такой опрос. Спасибо вам, друзья, что проголосовали, очень интересно. А вы-то как относитесь? Вы понимаете, Саша, я, к сожалению, очень опытный, битый по жизни и тертый калач, не побоюсь этого слова. Поэтому у меня есть подозрение, что после войны разбираться уже некому будет, потому что война это направлена на то, чтобы уничтожить максимальное количество людей с украинским гражданством, вне зависимости от того, к какой этнической группе они принадлежат. Считают ли они себя этническими українцями і вірять в велику ідею великої країни мрій, или они русскоговорящие, которые заблудились на своем пути и поверили телевизору, за 30 лет свели так себя с ума постоянным смотрением в международную кинопанораму, понимаете? То есть вот телевизор их свел с ума. Вот эти ложные информационные потоки, которые создавались из ложных смыслов. То есть люди не пребывают в реальности. Они не в состоянии маркеры какие-то определить, что вообще на самом деле происходит. Потому что отравление информацией – это такое же наркотическое отравление, как от любых других средств. То есть точно так же, как алкоголь человека выводит из состояния равновесия, и он начинает искаженную картину мира видеть, и у него идет разлад между мозгом, они не могут подавать сигналы корректные к органам, человек теряет там координацию движений, да, там сознание и все остальное. Точно так же, как наркотики человека вводят в состояние, ну, как бы измененного сознания. Точно так же ложная информация вводит человека в состояние измененного сознания. А из состояния измененного сознания ты не можешь принять правильных решений, которые элементарно тебя спасут. Вот эта война, Саша, которая сейчас происходит на территории нашей страны, и которую можно было остановить в 2022 году, которую можно было не допустить в 2021-2022 году, которую можно было не допустить в 2014 году. В общем, короче, было много этапов, которые на всех парах украинцы пропустили, потому что они радостно с бубнами и песнями под гыгыканье, понимаете, барабаны, звук шаманских таптамов, они шли у Европу, в которую их никто не берет, их там никто не ждет, только лишь в разобранном виде, в виде органов, которые они могут поставлять вообще белым господам, или в виде рабов, которые приедут туда со своими средствами, привезут туда своих детей и, собственно, создадут целую когорту новых рабов, которые будут работать на белых господ. Потому что работать они уже отвыкли, плодиться они не хотят, но у них есть земля, замки, понимаете, и какие-то ресурсы, которые должны русские еще вчера, а сегодня украинские обслуживать, понимаете, возделывать, там, собирать урожай и подносить к барскому столу. На самом деле украинцы уже сошли с ума, когда они начали воевать, собственно, с самими собой, с русскими, которые тоже думают, что они какие-то другие. А на самом деле мы все из одной песочницы, из Советского Союза, но когда нам регулярно изо всех дырок говорят, что Советский Союз был злом, ошибкой вообще, человеческим промахом вообще, все антисоветчики кричат, что Советский Союз был тюрьмой народов, Сталин был, значит, диктатором, что в ГУЛАГе только все и погибали, и забывают о том, что это было социальное государство, где люди из подземелья, как сказал прекрасный священник Андрей Ткачев, который сказал, что люди из подземелья в Советском Союзе получили дворянское образование. А теперь эти вновь явленные дворяне, которые в Советском Союзе сделали все, как Аллочка Борисовна Пугачева. Она рассказывает о том, что она кормила вместе с Лаймой Вайкулей весь Советский Союз, такая талантливая и шикарная вообще, и что когда пришел Горбачев и Ельцин, распался Советский Союз, и ее начали не просто бандиты уважать,
А бандиты пришли к власти на тот момент и начали, как говорится, ей аплодировать и брать у нее уроки актерского мастерства. Вот когда русские до сих пор аплодируют Алле Борисовне, которая такая за мир, знаете, такая миролюбка. Она такая за мир. Она за то, чтобы в Украине не было войны, чтобы люди не погибали. Только почему-то она со своим мужем Галкиным не видит войны, которая в Израиле, гражданами которым они стали теперь вместе со своими детьми. То есть она не осуждает вообще вот эти все ковровые бомбардировки Газы, убийства палестинских детей. То есть вот там вот она войны не видит. И самое главное, так она любит Украинушку, Украину, но она тоже не видит, что здесь концлагерь, она не интересуется реальным положением дел. То, что пацанам стреляют в спину на поражение, когда они пытаются пересечь границы этого демократического свободного мира. То, что женщины и дети вообще прячут своих мальчиков 18-20-летних, а некоторые уже загодя вывозят их в 12 лет, пока не поздно, потому что они не знают, что ждет их детей. А она не видит, что отца вот этой девочки, убитой в Америке, не выпустили. Не впустили в Америку, а не выпустили из концлагеря. То есть она не видит, что в Украине формируется нацистский режим. Она этого не замечает. Она как бы вообще в общем и целом за какой-то такой мир, понимаете? Ну, За добро она там такое дает хорошее. намек на 27-й год, мол, что-то в 27-м году изменится резко и кардинально. Ну, понимаете. Нет, вопрос-то, смотрите, Пугачева и Пугачева. Но мы же, ну как, опять расчет на тех, кто, ну, без памяти. Что там было, да? Они там в грязях в этих продавали свой там особняк. В общем, она выехала, потом что договориться пыталась. Вот эта Сереженька с Кириенко, да, вот это икшалась, пыталась как-то найти коммуникацию. Но мужу ее, Галкину, влепили иноагента. Ну, собственно, она, видимо, психанула, собрала все и, в общем, переехала, понимаете? То есть она не выступала за мир в Украине против войны, она пыталась договориться. Но договориться не получилось, понимаете? А так бы спокойно сидела, поработала в России, наверное. Ну, это дело такое. Точно так же, как и с газой. Все очень прагматично на самом деле. Как это интервью. Нет, легенд надо, конечно, уважать. Любим поколениями песни Пугачевой. Мы не по вот этому крайнему интервью. Но как бы нужно правильно относиться ко времени. Вот, наверное, самый главный такой комментарий вот этого, ну, скажем так, пугачевского проявления после начала войны. Вы знаете, я на самом деле посмотрела внимательно все интервью от начала до конца, и в общем и целом, вот как советский ребенок, который тоже вырос на ее песнях, да, вот эти вот голубые огоньки, посиделки, рождественские встречи, Аллочка Борисовна, там старинные часы, там типа айсберг и все остальные истории. Я даже прям с удовольствием, вот знаете, посмотрела на старушку, которая хорошо выглядит, надела себе новое лицо своей старшей дочери, там счастлива, убеждает всех в этом. Чудные дети прекрасные, вот эти вот Гарик и Лиза. Видно, что они растут как бы в любви и в достатке. Но, вы понимаете, я сейчас в данном случае говорю об этом ложном информационном потоке, который человек ее уровня создает абсолютно осознанно. Она осознанно манипулирует пространством и фактами. Она осознанно в проброс как бы нивелирует и обесценивает вообще все действия, которые сейчас осуществляет там российская власть по тому, чтобы отстоять суверенитет своего государства. А украинцы, как сателлиты, в принципе, этой страны, которые всегда были, по большому счету, Российской империей, Российской губернией там, или частью этого большого славянского православного братства, они в любом случае не самостоятельны. Вы понимаете, ведь география – это диагноз. Мы можем сами лично куда-то интегрироваться в европейское сообщество, уехать на край планеты, на край света, выучить другие языки, но от себя-то ты не уйдешь. Все равно люди, где бы они ни были, и 20, и 30 лет тому назад куда-то уехали в Новую Зеландию, Испанию, Шотландию, куда угодно, они все равно, если они русскоязычные в анамнезе, они ищут русскоязычный контент, потому что он самый им, естественный для понимания этих процессов.
Поэтому я считаю, что в таком преклонном возрасте, даже когда ты хочешь оставить по себе добрую память там, для своих молодых детей в расчете на, скажем так, естественные процессы, вот так вот подбросить туда яду вот этого, знаете, либерастического, ложного вот этого следа о том, что и хорошо Советский Союз распался. А на самом деле люди, которые не занимались браками, интригами, понимаете, там, помощью своим бывшим и теперешним мужьям, а которые занимались исследованием исторических и общественных процессов, лучше им доверять, которые говорят, что все то, что сейчас происходит, это война, эти разорванные судьбы, семьи, эти трагедии, это по-прежнему результаты распада Советского Союза. Огромной страны, которая была таким образом скручена, сверчена, собрана, сформирована и работала, чтобы, в принципе, приносить определенные дивиденды максимальному количеству людей, которые нуждались в защите государства. А сейчас, когда государство разрывается по частям, и бесы, знаете, разбили это зеркало, как в сказке про Снежную королеву, и каждый взял кусочек этого зеркала и спрятал себе в карман, и не хочет делиться с другими, и думает, что ему это принесет счастье. Потому что это принцип дьявола «разделяй и властвуй», Саша. Его исповедуют букингемские отроки, Нет, понимаете, смотрите, во все времена. я вот тут как бы я просто не хочу вот это вот обострять по поводу Пугачевой. Понятно, что там есть к чему прицепиться, понятно, что там страх, СССР, да, и понятное дело, что просто, ну, и вот когда вот там пишут сейчас в комментариях, там, ну, плохо про Пугачеву, знаете, ну, вообще, главное, что хочу сказать, что им никто не мешает жить, быть в России. Ну, мы же ответа не получили. Ну, никто, кто их тронет? Наоборот. Ну, то есть, иноагент это не приговор. Ну, по поводу Галкина, да, это не экстремист, не какой-то он там не этот самый, то есть, ну, там, все нормально. Ну, то есть, видите как, тут главное в другом. Главное в том, что это вот период, эпоха, причем Советского Союза тянущаяся, да, вот это вот под ее песни, это, ну, то есть, главное не путать человека, да, с исполнителем. Она все-таки легендарный, но исполнитель. Исполняла она песни. Нет, Саша, нет, Саша. Она глава определенного актерского синдиката, который всегда являлся частью большой системы и по отмыву денег в том числе. Она управляла этими процессами и всегда была в связке с той властью, которая сдала Советский Союз потрохами в лице Горбачева, Ельцина и прочих тому подобных, чубайсов, которые распиливали заводы и пароходы, присваивали и распродавали. И по сути Россию поставили в статус колонии. Она с этого всего наживалась. У нее была своя, как говорится, кормовая база и синекура, где она была главной. И не нужно обесценивать. Это она сидит и изображает из себя такую бабушку-старушку, милую, значит, женщину, которая предается воспоминаниям, мемуары такие, видеомемуары пишет. На самом деле, судя по тому, по той волне, которая поднялась в ее поддержку, она четко понимала, и ей был дан сигнал, когда именно нужно сделать это, и именно в таком ключе, для того, чтобы потом поднялось огромное количество всяких Артемиев, Троицких, прочих там, значит, Дудей и всех, которые являются тоже вот этим вот курятникам, которые поддерживают эту волну, и, безусловно, они ее планируют куда-то обрушить. Поэтому не нужно это обесценивать, Саша. Спокойно. В этом плане есть контрудар. Собчак увидели с Арестовичем, гуляющим по Лондону. Скоро тоже будет интервью. А вы знаете, как я оценила, когда увидела это? Я считаю, что Собчак с Арестовичем сейчас создают орудие массового поражения. Оно называется... Вы видите меня, Саша, слышите? Или вы застряли, или просто задержали дыхание? Значит, они создают орудие массового поражения, которое называется «сало в шоколаде
в русской матрешке с ядерным наконечником в виде красной женской губной помады. И этот снаряд рано или поздно прилетит всем на голову, и будем ждать, как он взорвется и какие волны в информационном эфире он Это создаст. да. Друзья, значит, давайте несколько вопросов от вас. Итак, мы так засиделись сегодня со Снежаной. Подпишитесь на Снежанин канал на YouTube, ссылка в описании. Снежана, давайте в режиме Блиц. Коротко. Мирослав. Здравствуйте. Нардепа Шевченко, возможно, посадят за его высказывание в сторону мира. Объясните, как может простой человек выразить протест, несогласие с войной, правительством, не имея никакой защиты. Ведь к несогласному, который выразит точку зрения, несовместимую с политикой зеленизма, завтра же в дверь постучит СБУ или ТЦК. Как быть теперь? Спасибо. Так, сейчас, Саша, простите. Алло. У меня немножко... Подождите секундочку, я решу вопрос со своим... У меня телефон присел немножко. Он склонил головы перед нашими подписчиками, да, которые задают Приблизительно вопросы. так. Да, еще раз повторите, пожалуйста, я просто подключала. Нардеп Шевченко, скорее всего, возможно, сядет на пожизненно за высказывание в сторону мира. Объясните, как простой человек может выразить свой протест, потому что он не защищен от СБУ и ТЦК? Мирослав спрашивает. Вообще, на самом деле, я сегодня эту информацию прочла по поводу нардепа Шевченко, Евгения. И я думаю, что это будет еще очередная информационная бомба, которая будет по мере, скажем так, развития событий периодически всплывать в информационном пространстве. Вообще, на самом деле, непонятно, на основании каких статей и что там непосредственно ему инкриминируется, есть ли доказательства, или это будет просто судебная расправа, такая по беспределу, да, политическая. То есть мы за этим еще будем следить. Потому что, вы понимаете, казалось бы, сидят в одном СИЗО два нардепа. Дубинский, который регулярно выходит в информационное пространство, ведет свои соцсети, я так понимаю, имеет к ним доступ, пишет обращение в ООН, любыми словами, какими только хочет, называет вообще эту власть и непосредственно персоналии в этой власти. И ему ничего за это не прилетает, и никакое пожизненное не светит, и сидит молча где-то там, в соседней камере нардеп Шевченко, и вот ему пожизненное светит, при том, при всем, что он был, значит, представителем спецслужб, внедренным там в политические круги. То есть это очень странные истории, поэтому как простой человек может этому противостоять? Ровно никак. А вот как этому собираются противостоять политики, депутаты нынешние и, возможно, будущее, это уже зависит от того, насколько они способны к объединению для того, чтобы противостоять вот такому беспределу и диктатуре. Потому что вы понимаете, когда депутаты, и тот же Дубинский, и тот же Шевченко радостно голосовали за снятие депутатской неприкосновенности и рассказывали, что это пережитки злочинного режиму Януковича і Кучми, а ми тепер будемо демократичні, і ми нічого не боїмося, тому що в нас є значить, дозвіл говорити, що хочемо, бо ми в демократичній державі в 21 столітті живемо. Сейчас мы видим какое-то 21 столетие, мы провалились в 17 век вообще, в эту феодализм этот жесткий, понимаете, и вообще полное какое-то низложение любой цивилизации, любого толка, хоть русского, хоть западного, понимаете, до состояния плинтуса. Так, значит, следующий вопрос. Снежане. Обращается Петр. Вопрос. США сняли санкции с Белавиа. Можно поздравить россиян, путешествующих по миру? Им теперь не нужна Турция как перевалочный пункт? Турция всегда будет в чести. Здесь хороший климат, отличные рестораны, прекрасная инфраструктура, доброжелательные люди, которые любят русских, кстати. Чтобы вы это знали, помнили, дорогие друзья, и чтобы вас никто по этому поводу не вводил в заблуждение. И, собственно, на Турцию это вряд ли как-то повлияет. Но если люди хотят путешествовать по миру, вопрос только к какому? Они хотят во Францию, к желтым жилетам и к Макрону с его бабой-дедой? Или в Польшу, может быть, они хотят, или куда? Я так понял, речь идет в Америку. В Америку.
Белавиа в Америку, там запчасти для Боинга через Беларусь в Россию отправят. Да нормально они там договорились. А запонки какие подарил Трамп Лукашенко, а? Куда же он, Нет, ну интересно? понимаете, с точки зрения налаживания контактов Лукашенко и Трампа, тут я могу сказать только одно. К моему большому удовлетворению, знаете, на меня тоже там наезжали в средствах массовой информации, Хутор ТВ и Схрон ТВ, что Егорова, значит, еще одного диктатора поддерживает, это, значит, батько Лукашенко. А я вообще считала, что это самый мудрый, дальновидный политик в постсоветских республиках после распада Советского Союза, который правильным путем повел свой народ. Он не просто не распродал, не разграбил и не разорвал на шматки все, что ему досталось в наследство, а еще все это сохранил и приумножил. И бережет свой народ от войны, и, в принципе, достаточно мудрый и ну, такой хитрый политик. Знаете, не зря у батьки Лукашенко всегда были прекрасные отношения с Китаем, который всегда живет по принципу, что политика – это бесконечный путь хитрости. Вот, видимо, у батьки Лукашенко есть этот хист, знаете, этот талант, и он, по большому счету, конечно, выиграет от того, что он со всеми держит хорошие отношения. Ну и Но что давайте, касается... да. Да. Что касается людей, хотят ли они ехать в Америку, ну, тут каждый сам выбирает, понимаете? Вот та девушка, которую убили там в метро, и которая очень сильно поддерживала черных, как известно, из ее профиля, и она очень верила в идею БЛМ, вот видите, она и умерла от руки черного человека. Но тут каждый сам выбирает, хочет ли он проверить на собственной шкуре и готов ли он испытать все прелести американской цивилизации. Давайте закончим вот на этом вопросе. Виталий спрашивает, как вы полагаете, украинское общество еще способно на открытые дебаты, которые вел Чарли Кирк в Америке? Не в соцсетях, а хотя бы на том же стадионе. Вот Зеленский бы пошел на тест с такими дебатами. Заранее спасибо за ответ. А что Зеленскому не пойти? Он туда пойдет, у него полностью все под контролем, вся репрессионная машина работает на него, у него конвой из западных британских спецслужбистов и специалистов по разным спецоперациям. Вопрос только другой, что никому другому не удастся пойти с ним на дебаты, потому что поле информационное, политическое, культурное зачищено до зеркального блеска. У Украины нет шансов уже вернуться к нормальной политической жизни, к разнообразию, потому что в концлагере есть единое мнение, и оно одно единственное правильное – это мнение администрации концлагеря. А дальше по периметру вышки, где шаг влево, шаг вправо, побег, прыжок на месте, провокация. Дальше читайте новости с границы, где протекает река Тиса, и прочие интересные факты и комментарии. Снежана Егорова была моей собеседницей сегодня. Спасибо вам за время и мысли. Спасибо большое, друзья. Будьте людьми, оставайтесь сами собой, не теряйтесь внутри своего собственного мира и помните, мы победим. Берегите себя. Всем добра и света. Увидимся обязательно. До скорого.